Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я продолжаю серию приготовления рождественского печенья. Делать я сегодня буду в этом видео 10 сортов совершенно разного по вкусу и виду рождественского печенья из одного основного вида теста. И что очень важно здесь, я считаю, что это печенье все приготовлено абсолютно без всяких кондитерских вырубок, формочек, кондитерских насадок, даже без раскатывания этого теста скалкой. То есть это печенье я буду готовить просто при помощи вилки, ножа и ложки. То, что есть у каждого буквально на кухне. И тесто я буду замешивать абсолютно без всякой техники, просто руками. Печенье, приготовленное по этому рецепту, получается необыкновенно просто вкусным. И абсолютно все 10 видов не похожи ничем по вкусу друг на друга. И это очень важно, не только по виду, но и по вкусу. Это будут 10 видов вкуснейшего рождественского печенья. Итак, приготовим основное тесто. Для основного теста мне понадобится 8 яиц среднего размера. Комнатная температура у меня здесь яйца. 640 грамм сахарной пудры. 32 грамма ванильного сахара, 20 грамм соли. Соли здесь убавлять количество я не советую, потому что соль раскроет потом все вкусы в печенье. То есть здесь очень сбалансированный вкус у печенья. Количество сахара в этом тесте, указанного в рецепте, я изменять не советую. Здесь оно идеальное, на мой взгляд. Всегда указываю его с учетом именно последующего украшения этого печенья, потому что оно тоже будет иметь огромное количество в себе сахарной пудры, сахара, глазури сахарной, шоколада и так далее. Добавляю туда 1 килограмм масла сливочного размягченного и просеиваю сейчас в эту смесь 1 килограмм 800 грамм муки. Мука у меня обычная совершенно, с содержанием белка 11 грамм на 100 грамм муки. То есть никакая не сильная мука, совершенно обычная мука. Кто в Германии живет, мука у меня 405 типа. Все это просто перемешиваю. Перемешивается идеально руками, если у вас есть кухонный комбайн, миксер. Все это можно, конечно, и миксером делать. Но я показываю здесь для тех, у которых вообще нет никакой кухонной техники. Даже можно приготовить это печенье. Делю сейчас все это тесто на 10 частей по 380 грамм примерно. Тесто пока еще липнет к рукам, это нормально, это так и должно быть. Все потом это разойдется в последующих видах. Итак, первый вид печенья. Будем делать сугробы, самый элементарный. Слегка подпылила мукой поверхность, просто чтобы не липло тесто к рукам, и катаю вот такие шарики. Выпекать буду при температуре 200 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 12 минут. Это в моей духовке. Вкус у этих сугробов необыкновенно просто сливочный, тающий во рту получается. Вот такие печенья у меня получились. Сразу же в очень горячем виде посыпаю их сахарной пудрой. Для второго вида сосульки будем делать. К основному тесту 380 грамм добавляю 75 грамм муки. И скатываю вот такие жгутики. Вы можете их делать меньше, тоньше, как вам нравится. Обваливаю сейчас каждый жгутик в сахаре, просто в кристаллическом сахаре. Выпекать буду примерно 12 минут при температуре 200 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции. Вот такие прекрасные, блестящие сосульки у меня получились, они необыкновенно просто вкусные. Они превосходно потом будут держать свою форму при транспортировке, при упаковке, то есть очень хорошее здесь печенье получается. И делаю третий вид печенья, елочки. 380 грамм основного теста, 60 грамм муки и 1 столовая ложка японского зеленого чая матча. Здесь в ложке в этой я потом взвешивала эту баночку, сколько до было, сколько после. 8 грамм вот этого чая. Чай очень сильно связывает тесто, поэтому аккуратнее его добавляйте. Печенье это будет необыкновенно вкусное, с такой очень освежающей ноткой зеленого чая. Кто любит зеленый чай и пьет его часто, помногу, очень советую приготовить такое печенье. Формирую такие треугольнички из теста, как вы видите, я ничего не раскатываю ни скалкой, я не убираю никакой вид теста в холодильник. Я просто формирую вот такие треугольнички руками и просто ложкой столовой делаю вот эти еловые ветки. Эти елочки у меня получаются достаточно крупными. То есть обратите внимание, почему я их делаю крупными, чтобы тесто не золотилось при выпечке. То есть чем мельче они будут, тем быстрее они будут у вас золотиться. Такой зеленый чай матча продается на всех маркетплейсах, продается в кондитерских магазинах. В Германии, девочки, кто живет, продается в Росмане, в ДМе. Я вот в Росмане покупала этот чай. Выпекаю при температуре 200 градусов Цельсия примерно 12-14 минут. Здесь время очень индивидуальное, зависит только от вашей духовки.
Как только вы увидели, что слегка донышко начало золотиться, следует сразу вынимать, печенье полностью пропечется, то есть не нужно давать ему зажариваться. Итак, 4-й вид – кофейные зерна. 1 столовая ложка с горкой кофе растворимого у меня здесь и 1 столовая ложка крутого кипятка. Сделала кофейную смесь, добавляю эту смесь к основному виду теста. 380 грамм основного теста, 1 столовая ложка какао-порошка и 40 грамм муки. Все это просто перемешиваю и начинаю формировать вот такие как бы овальчики, и они должны быть не такими уже большими. То есть примерно 18-20 грамм здесь на каждый овальчик этого теста. Беру просто деревянную шпажку и по центру делаю углубление. Если у вас нет даже деревянной шпажки, вы можете рукояткой от ложки, от вилки делать. Ножом здесь нежелательно, потому что не будет тогда такого вида характерного, как у кофейного зерна. Может смыкаться тогда вот, если ножом будете делать. Более чем-то округлым нужно тогда делать эту серединку. Кофейные зерна можете выпекать пониже температуру, здесь взять не 200 градусов, я выпекала на 200 градусах. Попробуйте на 180 градусах выпекать примерно 10-12 минут тоже. То есть печется это все быстро, потому что печенье не крупное получается. Вот так у меня выпекались они при 200 градусах. Итак, следующий вид печенья – это ваниль-кипферль. Это знаменитое южно-немецкое, австрийское, швейцарское печенье, то есть ванильные рогалики. Необыкновенно вкусное печенье, 380 грамм основного теста, 100 грамм миндальной муки или молотого миндаля, можно более крупного помола, можно других каких-то орехов, но вообще делается с миндалем, и 2 столовые ложки молока. Замешала вот такое тесто, оно в принципе не липнет к рукам. Вот такая у меня мерная ложка, это столовая ложка из мерного набора, вы можете просто глубокую столовую ложку взять, если у вас нет именно вот такой мерной ложки, и делаем примерно по 20 грамм здесь, по 18-20 грамм такие вот заготовочки. И скатываем вот такие рогалики. Здесь очень важно, чтобы вот эти кончики не были такими сильно заостренными, иначе они могут подгорать, потому что нужно дать печенью все-таки пропечься. 200 градусов Цельсия, примерно 12-14 минут выпекаю. И за это время, пока выпекаю, смешиваю обязательно для обсыпки вот эту смесь. 100 грамм сахарной пудры и 16 грамм ванильного сахара. Когда еще очень горячие вот эти ванили-кипферль, я достаю их и сразу же обваливаю вот в этой пудре в сахарной с ванилью, обязательно с обилием ванильного сахара. И убираю их, когда уже на блюде, чтобы они в себя втянули вот эту как бы смесь вот этой сахарной пудры. Убираю их обильно, опять же посыпав вот этой сахарной пудрой. Вот это печенье, которое называется по-немецки ваниль-кипферль, это один из традиционных видов вообще рождественского печенья. То есть на всяком рождественском столе, вот где есть пlätzchenteller, то есть блюдо с этим печеньем, обязательно всегда присутствует именно ваниль-кипферль. Очень советую его готовить. Это один из самых вкусных видов вообще печенья, на мой взгляд. И постарайтесь готовить его все-таки с миндалем. Итак, готовим 6-й вид печенья – еловые шишки. 380 грамм основного теста, 2 столовые ложки какао-порошка, 30 грамм муки и 1 столовая ложка молока. Все это перемешиваю. Вкус будет очень шоколадный, очень насыщенный у этого вида печенья. Формирую вот такие вот овальчики, скажем так. И сейчас ножом делаю вот такие характерные прорези. Здесь очень важный момент. Ножом нужно делать углубление практически до самого дна. Иначе потом у вас при выпекании этот рисунок сомкнется, и его будет очень плохо видно. Формирую вид шишечки вот такой и убираю выпекаться примерно на 12 минут при температуре 200 градусов Цельсия, режим вверх-вниз, без конвекции на среднем уровне. И сейчас еще в горячем виде, держа каждую шишку вот так вертикально, посыпаю ее слегка, не увлекаясь сахарной пудрой, чтобы у нее был такой эффектный, очень атмосферный, заснеженный вид. 7-й вид печенья. Орешки. 380 грамм основного вида теста, 60 грамм муки, 1 столовая ложка корицы, половина столовой ложки приправы для имбирных пряников. По традиции в эту приправу входит имбирь, анис, кардамон, мускатный орех, корица и 2 столовые ложки молока. Здесь просто на ускоренной перемотке делала, поэтому не увидела, как я вот эту 2-ю ложку не включила в кадр, но она есть. Факт тот, что 2 столовые ложки молока. Итак, формирую вот такие орешки, вкладываю в каждый орешек миндаль. Вы можете этого абсолютно не делать, форма печенья от этого особо не поменяется. Тоже эти заготовки делать очень удобно, по 20 грамм мерной ложкой или же столовой ложкой какой-то, возьмите ее как мерную. Сейчас уже положив их на противень, эти заготовки, делаю ножом вот такие углубления. Центральный прорез не нужно делать
слишком глубоким. А вот эти вот, которые по бокам, нужно делать очень глубокими, иначе они у вас также сомкнутся. Но по центру делать не глубоким нужно этот прорез, иначе они у вас будут как кофейные зерна раскрываться. Убираю выпекаться примерно на 12 минут, 200 градусов Цельсия, режим вверх-вниз, без конвекции. Очень вкусный. Миндаль снизу немножко пропекается, он будет таким как бы подсушенным на вкус. Делаем 8-й вид печенья, трюфель. 380 грамм основного теста, 2 столовые ложки какао-порошка и 1 флакончик ромовой эссенции. Здесь сразу отвечаю на вопрос, не знаю, что будет, если вы добавите туда коньяк. Никогда не выпекаю это с коньяком, обычно в печенье всегда добавляю только ромовую эссенцию. Мне так удобней. Делаю по 20 грамм вот такие заготовочки, опять же своей мерной ложкой, очень удобно это, и скатываю просто шарики. Каждый шарик, пока он только что вот недавно скатанный, не нужно давать ему лежать, иначе он будет подзаветриваться так. Я сразу же обваливаю очень обильно его в сахарной пудре. Эти печенья не будут так вот лопаться, как есть такие характерные полопавшиеся печенья в виде таких вулканчиков. Нет, эти печенья покроются именно такой сахарной глазурью, как бы пряники такие. Очень вкусные, она будет хрустеть, эта глазурь на печенье, а внутри будет нежнейшая, мягкая, ароматная трюфельная начинка. Выпекаю сейчас при 200 градусах Цельсия 12-14 минут. Я их переложила уже на чистый противень, даю им остывать, вот так они выглядят. И готовлю 9-й вид печенья, апельсин в шоколаде. 380 грамм основного теста, 60 грамм муки, 1 флакончик апельсиновой эссенции. Все это перемешиваю. Опять же, своей мерной ложкой делаю такие заготовочки по 20 грамм примерно здесь. Добавляю в каждую заготовку апельсиновые цукаты. Цукаты берите вкусные, качественные. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Если у вас нет апельсиновой эссенции, вы можете просто добавить туда апельсиновую цедру, апельсиновые цукаты с эссенцией, конечно же, идеальный вариант. Если у вас вообще нет ничего апельсинового, вы можете сделать лимонным это печенье, чтобы у вас было разные печенье в ассортименте. И тогда не темным шоколадом это лимонное печенье следует покрывать, а лучше белым. Идеальное сочетание вкусов будет лимонное печенье, белый шоколад. Делаю вилкой вот такие характерные углубления. Выпекаю примерно 10 минут при температуре 200 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. И делаю 10-й вид печенья, зимние вязанки хвороста, такие заснеженные. 380 грамм основного вида теста и 80 грамм некрупной кокосовой стружки. Если у вас кокосовая стружка крупная, добавляйте тогда смело 100 грамм кокосовой стружки, потому что она плохо будет объединяться у вас с тестом и консистенция будет другая. Опять делаю мерной своей ложкой вот такие заготовки и проще простого раскатываю вот такие вот жгутики. Сейчас просто вот так расплющиваю это тесто. Заметьте, в холодильник я ничего не убираю, просто работаю при комнатной температуре. Скатываю вот такую трубочку, делаю в середине как бы углубление, защипываю. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции при температуре 200 градусов Цельсия примерно 10-12 минут. Печенье печется очень быстро. Печенье вот это кокосовое необыкновенно просто вкусное, благодаря именно его виду трубочки, потому что внутри оно получается не как обычное кокосовое печенье, оно все равно пропекается немножко по-другому. Очень советую его готовить. Если вы любите другие орехи, допустим, кроме кокоса, фундук, миндаль, грецкий орех, вы можете измельченный не муку, а именно такого очень грубого помола брать другой орех и также использовать его в этом рецепте. Итак, орешки вот так выглядят после выпечки, забыла вам показать. Тут же у меня апельсиновые, вот эти вот заготовки, и кокосовые тоже заготовки для хвороста. Орешки можно также соединить с собой белым шоколадом. Все это на ваше усмотрение. Елочки также вертикально держу, посыпаю умеренно сахарной пудрой, чтобы они смотрелись очень красиво. Сейчас апельсиновое печенье я погружаю вот так в кондитерскую глазурь темную, вы можете в темный шоколад его также погружать. И сверху из кондитерского мешка, просто вы можете вилкой это сделать, поливаю его шоколадом темным. Сочетание необыкновенно вкусное, это темный шоколад и апельсин. Украшаю сейчас трюфельное печенье, украшаю его в стиле рождественского кекса. Мне здесь чем-то напоминает это украшение знаменитый на весь мир рождественский кекс Бюш де Нуэль, то есть рождественское полено. Из темного шоколада украшение делаю, посыпаю просто кондитерской посыпкой. Кофе, вот эти зерна, погружаю в кондитерскую глазурь, молочный шоколад вкусу этой глазури. Вы также можете в молочный шоколад погружать именно одну половинку этого кофейного зернышка. Вкус молочного шоколада здесь очень гармонично дополняет вкус кофейного печенья.
Итак, сейчас украшаем вязаночки с хворостом. Сначала украшаем вот эти вот боковинки. Я кондитерскую глазурь растопила на водяной бане и украшаю просто из кондитерского мешка. Если у вас нет кондитерских мешков, можете для этого взять просто мешок для заморозки продуктов. Когда полностью высохли вот эти вот стороны, наношу также кондитерскую глазурь на серединку и тут же обваливаю эту серединку в кокосовой стружке. Вы можете белый шоколад для этого использовать. Смотрится очень эффектно, именно как вязаночка такого заснеженного зимнего хвороста. И вот такие 10 прекрасных видов совершенно друг на друга не похожего печенья ни по вкусу, ни по виду у нас получились. Как бы напоминаю опять основные пункты, на которые следует здесь обратить в видео внимание. То есть муку я использую совершенно обычную, не сильную. Если у вас сильная мука, тогда вы ее знаете. Если следует ее брать чуть-чуть поменьше в данном рецепте. Также сахара количество здесь рассчитано именно с учетом уже и украшения сладкого последующего этого печенья. Следующий пункт – это время выпечки. Оно очень-очень индивидуально в каждой духовке, поэтому я ориентируюсь и рассказываю вам именно о времени в моей духовке, а вы же смотрите по температурному режиму и по времени именно в вашей индивидуальной духовке. Как вы видите, это печенье мы готовили безо всяких кондитерских приспособлений, то есть все, что есть у обычного человека просто дома мы использовали. Печенье это хранится прекрасно пару недель в темном прохладном месте. Если вы уберете его в жестяную банку для печенья, простелив ее хорошо, эту банку, бумагой для выпечки, оно хранится превосходно. Вот так оно превосходно упаковывается в пакет. Можно подарить друзьям, близким, коллегам по работе. Оно прекрасно держит форму, это печенье, даже вот в такой маленькой узкой упаковке. Печенье в упаковке не крошится, не обсыпается. Очень советую его готовить и дарить своим близким. Вот так прекрасно оно разламывается. Печенье хрустящее, необыкновенно просто вкусное. Каждый вид по-своему уникален. Здесь печенья у меня много. Я вам показываю большую порцию здесь печенья. Вы можете, если вам не нужно столько много, сделать в половину меньше или всего лишь четверть от этого рецепта. Все продукты здесь просто поделить на 2 или даже на 4. И также у вас все прекрасно получится. Рецепт 100% рабочий. Такое печенье, конечно же, очень хорошо готовить с детьми. Это очень увлекательный процесс для всей семьи. Украшать его потом в последующем. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Искренне желаю всем очень удачной, успешной предрождественской выпечки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.